За последний месяц я получил около 700 тысяч просмотров своих постов в Reddit. Очевидной, тупой и прямолинейной рекламе. Несоблюдение этих правил может привести к вашему бану быстрее, даже чем вы успеете сказать привет. Никто не хочет читать какой-то спам или говно. По сути, это такая же реклама, только при условии, если у вас до жопы денег и некуда тратить бюджеты. Привет, меня зовут Николай. Сегодня мы разберем одну из самых недооцененных, но вместе с тем мощных платформ для маркетинга, а именно Reddit. За последний месяц я получил около 700 тысяч просмотров своих постов в Reddit. В основном для проекта, с которым я на данный момент работаю, игры Ocean Keeper. Поэтому я хотел бы более подробно разобрать и рассказать, как эффективно и классно использовать Reddit для продвижения своего продукта или бизнеса в 2024 году. Что такое Reddit по состоянию на 2024 год? На данный момент Reddit это не просто место для токсичных задротов и мемов из ТикТока. Это активное сообщество, где люди делятся на разные группы, так называемые сабреддиты, по своим увлечениям и интересам. Это делает Reddit настоящей находкой для маркетологов, которые умеют в нем ориентироваться. Давайте посмотрим на график всего трафика Reddit за 2023-2024 год. Если смотреть через Ahrefs, то мы увидим увеличение органического трафика, то есть трафика с поиска, на 771%. Да, черт возьми, вы правильно поняли. Это увеличение всего трафика сайта почти в 8 раз за один год. Это делает Reddit одной из крупнейших социальных сетей в США. Всего в 3 раза меньше, чем Facebook, и в 2 раза меньше, чем Twitter. В основном, надо сказать, что это связывают со сделкой Google и Reddit по обучению искусственного интеллекта поисковика на постах самого форума. По факту мы сейчас наблюдаем, что Google насильно ставит Reddit на первые места в поиске, таким образом продвигая эту площадку еще сильнее. К концу этого видео вы узнаете, как использовать Reddit для продвижения вашего бренда, сайта, арбитража трафика, набора подписчиков. Давайте начинать. Самое важное, что нужно сделать, это понять культуру Reddit. Пользователи этой площадки и сами модераторы сабреддитов, они славятся своей неприязнью к очевидной, тупой и прямолинейной рекламе. Тут искренне ценится взаимодействие и ценный контент. Давайте разберем несколько ключевых моментов, о которых стоит помнить. Первое – это внимательно изучайте правила каждого сообщества, в котором вы хотите создавать контент. То есть, прежде чем приступать к работе, к написанию постов, ознакомьтесь с правилами конкретного сабреддита. Они уникальные для каждого из них. Несоблюдение этих правил может привести к вашему бану быстрее, даже чем вы успеете сказать привет. А во многих сообществах в Reddit настроен автобот, который блокирует сообщение, если увидит в нем определенные фразы или ключевые слова. Давайте для примера разберем правила некоторых крупных сабреддитов из топ-10. Например, сабреддит гейминг. Весь контент тут должен так или иначе относиться к играм. Тут не позволяют проводить giveaway, то есть розыгрыши, обмены. Нельзя проводить исследования, либо оставлять реферальные, то есть аффилиатные ссылки. При этом они разрешают 10% ваших постов посвящать продвижению вашей игры, если вы являетесь разработчиком, что является своеобразной такой лазейкой. Другой сабреддит, World News, довольно неплохо подойдет, если у вас новостной сайт, который вы бы хотели продвигать с помощью Reddit. При этом они не позволяют писать треды про политику в США, добавлять свое мнение, какие-то лишние комментарии, там нельзя публиковать видео и так далее. Третий сабреддит, Memes, посвящен, как можно понять из названия, мемам. И в теории, если у вас все хорошо с юмором, что, конечно, штука очень субъективная, вы можете придумывать смешные мемы и соединять их со своим бизнесом. Но при этом там также есть целый список тем, про которые шутить нельзя. А если постите видео, то они должны быть не короче 15 секунд. Привет, ТикТок. Итак, с правилами разобрались. А второй момент, который необходимо держать в голове, это поначалу вы не сможете
писать свои посты практически нигде, потому что вам не будет хватать кармы. Карма в Reddit — это своеобразный социальный рейтинг для пользователей. Она делится на два типа. Первый — это пост-карма, дается за количество апвоутов, то есть лайков под вашими постами. И второй тип кармы — это коммент-карма. Она дается за лайки под вашими комментариями или под комментариями в чужих постах. То есть вам необходимо будет не только делать контент, но еще и комментировать чужие посты. Причем таким образом, чтобы на вас обратили внимание другие пользователи. Для постинга практически на всех топ-сабреддитах существуют ограничения. В идеале нужно прокачать свой аккаунт до плюс 200 пост-кармы и плюс 50 коммент-кармы. Как ее прокачать, мы разберем чуть дальше. Третий момент, который вроде бы очевидный. Вы должны общаться искренне и как настоящий человек, а не искусственный интеллект или попрошайка. Участвуйте в обсуждениях, отвечайте на вопросы, задавайте их, будьте ценным членом, так сказать, этого сообщества. Избегайте прямой саморекламы. Я это уже повторял, но буду повторять и дальше, потому что никто не хочет читать какой-то спам или говно. В лучшем случае вас проигнорируют, а в худшем замутят, то есть лишат возможности писать комментарии или забанят на какое-то время. Полезным было бы также выучить местный сленг Reddit, чтобы сойти за своего. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. И, кстати, там будет также много других полезных материалов по Reddit-маркетингу. Теперь мы поговорим о том, как набрать очки кармы. Если вы только зарегистрировались, то обратите внимание на такие сабреддиты, как AskReddit. Там принимают комментарии от новых аккаунтов без ограничений. Для накопления кармы можно также искать статьи через Google News за последние 60 минут и добавлять эти новости на сабреддиты наподобие World News. Я упоминал этот сабреддит чуть ранее. Скорее всего, вам надо будет найти релевантные новостные сабреддиты с более низким порогом входа, чтобы у вас было меньше кармы и вы смогли там поститься. Этот промежуток, который я назвал, в 60 минут, он позволит вам находить новые новости, которые, скорее всего, еще не добавили на Reddit. А значит, модераторы, скорее всего, пропустят ваш пост. А другие пользователи проголосуют и насыпят вам апвоутов. Главное, чтобы новость была релевантная. И еще раз, пожалуйста, перечитывайте правила сабреддитов перед тем, как туда что-либо постить. Для набора апвоутов стоит также заглянуть в Karma for Free. Это место, где вы сможете относительно быстро набрать карму за счет других людей, которые тоже хотят ее набрать. Все очень просто. Заходите туда, переходите к самым новым актуальным тредам, даже если им несколько месяцев или лет, открывайте раздел «Новые комментарии». Отвечайте на комментарии за последние 48 часов и пишите разные, желательно не повторяющиеся ответы. Например, «Эй, чувак, я поставил апвоуты на все ответы в твоем профиле. Не мог бы ты сделать то же самое для меня? Спасибо». В общем, вы можете писать этим людям в личные сообщения и кооперироваться с ними, поскольку у вас у обоих есть общая цель – это прокачать свои профили, чтобы попасть в дальнейшем в более качественные, в более крутые сабреддиты. Можете также вбивать в поиск уже самого Reddit запрос Free Karma, отсортировать по последним постам и находить подходящие группы, где можно фармить эту карму. Например, так я случайно забрел на сабреддит Free Karma Uncut, где юзеры выставляют свои, хотя на самом деле не факт, что свои фотографии топлес, то есть интимки, и тоже собирают кучу апвоутов. Да, безусловно, дело неблагодарное, но на что только не пойдешь ради кармы, не так ли? Вот. При этом, что надо держать в голове? Я видел такую мысль, что если вы часто пользуетесь такими сабреддитами, то есть по факту делаете посты только на них, то на ваш аккаунт могут наложить теневой бан, и вы будете забанены на основных крупных сабреддитах и не сможете на них писать посты. Я вот сейчас подумал, что если бы настоящие буддисты, индуисты узнали, за что можно получить карму, они бы очень сильно удивились.
Возможно и просто не заморачиваться, купить уже прокачанный аккаунт Reddit, но при этом надо понимать, что не факт, что после того, как вы его купите, вас не забанят через неделю, потому что резко сменился IP-адрес пользователя. Апвоуты, комментарии, их также можно купить. В целом 200 апвоутов обойдутся вам примерно в $10, что не так уж и много, но подробнее об этом я расскажу в разделе этого же видео под названием Reddit Ads. Понятное дело, что антиспам-система Reddit также отслеживает ваш IP-адрес и следит, чтобы вы не создавали десятки разных аккаунтов и не делали на этом бизнес. Каждый раз, когда вы делаете новый аккаунт, желательно проверять его на наличие теневого бана. На первый взгляд вам может показаться, что все хорошо. Вы публикуете сообщения, оставляете комментарии, но на деле все ваши посты помечаются как спам и проходят проверку модератором. Чтобы проверить свою страницу Reddit на теневой бан, вам нужно, во-первых, открыть другой браузер страницы инкогнито, во-вторых, скопировать ссылку на профиль Reddit и вставить ее в браузер. Если все хорошо, то откроется ваш профиль. А если аккаунт заблокирован, забанен, то вы увидите примерно такую картину. Я читал довольно любопытную статью, где чувак объясняет это таким образом. Если вы делаете там от 1 до 3 Reddit аккаунтов в месяц, то можно использовать домашний IP-шник. Но если вы используете массовую регистрацию, то вам понадобится прокси и антики. Антики — это антидетект браузера. Рекламу я тут вам делать не буду, можете сами загуглить и установить себе подходящие инструменты. Но опять же, если вы планируете создавать и вести всего один аккаунт Reddit для своего бизнеса, то не думаю, что вам нужно так запариваться. То есть я лично вообще все делаю с одного компа. Допустим, что всеми правдами и неправдами вы собрали некоторое количество кармы и запустили свой профиль. Следующий ваш шаг будет определить ключевые сабреддиты, где обитает ваша целевая аудитория. Например, я продвигал игру как продукт. Тут довольно несложно найти подходящие сообщества. Если мы возьмем топ-100 самых популярных сабреддитов, то заметим, что около 10% из них связаны с играми. Вот несколько топовых сабреддитов для маркетинга игр. Ссылочки на всех них я оставлю в описании под этим видео. Но фишка в том, что довольно часто вы можете придумать идею поста даже для сабреддита, который не сильно связан с вашим продуктом. На Reddit довольно популярными являются посты Ask Me a Question. Задавайте мне вопросы. Сокращенно они также называются AMA-посты. Например, раньше я работал кассиром в Макдональдс, а теперь я разработчик инди-игр с 3-летним опытом. Задавайте мне вопросы. AMA-посты замечательно подходят для построения отношений с потенциальными клиентами вашего бизнеса или потенциальными пользователями вашего продукта. Но стоит ли, конечно, упоминать, что они собирают просто сотни тысяч, чуть ли не миллионы просмотров, комментариев, и по факту можно получить кучу активности за бесплатно, просто предварительно написав модераторам и договорившись с ними. Естественно, тут вы инвестируете не столько деньги, сколько свое время. На каждый комментарий под AMA Ask Me a Question постом надо отвечать. Такие правила. Как я уже говорил ранее, маркетинг вашей компании на Reddit не ограничивается размещением контента только в тех группах, которые напрямую связаны с вами. В нашей игре Ocean Keeper, которую мы разрабатывали, было несколько довольно страшных подводных монстров. Поэтому я написал несколько постов в сабреддите Monster с просьбой проголосовать за то, насколько страшными были эти монстры в порядке убывания. Обучающий контент, надо сказать, это тоже здорово. Наверняка вы умеете делать что-либо лучше, чем большинство людей. Хоть одну вещь. Руководство о том, как сделать какую-то там плагин для Unity Engine. Если у вас бизнес по продаже мебели, то
Напишите, блин, какое-то руководство, как собрать популярную модель дивана. Или снимите процесс сборки стула в ускоренном формате. Это будет такой своеобразный DIY, сделано своими руками. Придумать можно что угодно. ChatGPT вам в помощь. Главный момент тут это старайтесь избегать кликбейта. То есть делайте названия своих постов честными и интересными, чтобы завоевать доверие и получить при этом апвоуты. Это также важно для того, чтобы модераторы не забанили ваши посты. Очень многие, да практически все группы не разрешают кликбейт. Если вы готовы немного вложиться, то реклама на Reddit может стать для вас своеобразным геймченджером. Вот как использовать ее эффективно. Первое, это вы можете покупать апвоуты и комментарии под свои посты, и тогда это будет смотреться очень органически, как будто вас реально вывели в топ пользователя. Да, безусловно, это сторонние сервисы, некоторые из них я проверял, они супер дешевые и реально работают, но пользуйтесь на свой страх и риск, то есть если сегодня это работает, то не факт, что оно будет работать через год. Тут стоит сказать, что средняя стоимость одного апвоута ранжируется между 5 и 15 центами. Почему такая разница в цене? Потому что алгоритмы Reddit работают таким образом, что есть ценные апвоуты, это когда вас лайкнул какой-то чувак с прокачанным профилем, и есть менее ценные апвоуты. Если вас лайкают пустые аккаунты, то набить карму таким образом получится с меньшей вероятностью, или не получится и вовсе. Второй тип рекламы – это продвигаемые сообщения в конкретных сабреддитах, которые вы сами выбираете. Оно также известно как Promoted Post. Они могут быть оформлены как в виде постов, так и в формате видео или креативов, которые переносят на ваш сайт. Тут довольно много возможностей кастомизации. Если вам было бы полноценно интересно прям узнать про рекламу Reddit, то пишите в комментариях, я сделаю об этом отдельное видео. Минимальный дневной бюджет составляет $5, то есть можно начать с очень малого. А lifetime бюджет, то есть бюджет минимальный на одну компанию, составляет $160, что тоже в целом немного, если сравнивать с тем же Твиттером, Фейсбуком и так далее. Последнее, о чем хотелось бы упомянуть касательно рекламы, это Reddit Takeover. Охват посты, как и следует из их названия. Это буквально посты для охвата, то есть ваш бренд или компания получают полноценную видимость на 24 и более часа. В отличие от продвигаемых постов, можно сказать, что takeover посты, они направлены на повышение узнаваемости и видимости. То есть обычная реклама, она больше направлена на получение конверсий и продаж. В случае с takeover постами люди увидят ваш бренд на главной странице и популярном. По сути, это такая же реклама, только при условии, если у вас до жопы денег и некуда тратить бюджеты. Давайте говорить на чистоту. Все любят халяву. Если вы продвигаете игру, то предложите бесплатные ключи от вашей игры или какие-нибудь цифровые ваучеры. Довольно классно на моей практике работают подарочные карты Steam, Amazon, Google Play и так далее. Проводите розыгрыши, то есть giveaway в соответствующих сабреддитах и наблюдайте за тем, как пользователи насыплят вам сотни, тысячи комментариев, апвоутит вас и буквально просто преподносит как бога, спустившегося с небес. Например, я получил около 500 000 просмотров своих постов за пару недель, проведя около 5-6 розыгрышей. В суммарной сложности там затратив около $150-200 на различные подарки для участников. В среднем там было 2-3 подарочных карты на $10. Тут реально стоит указать, что для проведения розыгрышей, гивэвэев очень важно сначала написать модераторам каждого конкретного сабреддита, чтобы узнать, не против ли они такого конкретного мероприятия и тех условий, которых вы указали. Очень часто, и у меня такое было, что в правилах сабреддита написано, что нельзя проводить розыгрыши, но нормально поговорив с модераторами, они соглашались на такой ивент. Так что в целом модераторы готовы идти на компромисс, поскольку раздачи полезны в том числе для них, для того, чтобы прокачивать комьюнити и поднимать его активность.
Маркетинг на Reddit — это не просто выкакал пост и ушел. Если вы хотите отслеживать эффективность своих компаний, то вы обязательно должны использовать UTM-метки. Говоря простым языком, с помощью UTM-метки вы уточняете, откуда именно пришла ваша аудитория. Например, с раздачи, которая там проводилась на сабреддите «Рога и копыта», или с аммо-поста в сообществе любителей BDSM носков. Статистику можно посмотреть либо в Google Analytics вашего сайта, либо в аналитике Steamworks, если вы прокачиваете страницы игры в Steam, либо в самом UTM-конструкторе, там возможностей куча. Страницу и создание UTM-ссылки в целом можно очень бесплатно и быстро, без смс-регистрации, оформить через Google Analytics Campaign URL Builder. Ссылка на него будет в описании. Просто заходите туда, пишите адрес своего сайта или ссылку, куда вы направляете людей, пишите любой удобный campaign source и campaign medium, и главное записать это куда-то себе в заметке, как именно вы отметили эту аудиторию, этих людей, чтобы не забыть потом самому, как же люди нашли ваш продукт или сервис. Подводя итоги, маркетинг на Reddit требует уникального подхода и фокуса на добавлении ценности для сообщества. Тем не менее, по моему мнению, Reddit — это один из самых эффективных и дешевых способов продвижения вашего сайта, продукта, сервиса в таких странах, как США, Великобритания, Индия и других англоязычных странах. Ни Twitter, ни Instagram, ни Facebook не сравнятся с Reddit в ближайшее время. Поэтому чем раньше вы научитесь использовать этот инструмент для своих нужд, тем более эффектным и вирусным будет ваш продукт. На сегодня это все. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они тут выходят нечасто, поэтому навязываться я не буду. Если остались какие-то вопросы, то можно писать их внизу в комментариях. Я с радостью отвечу на любые запросы. Будьте здоровы и до встречи!